Чем австралийцы отличаются от нас? Сегодня предлагаю поговорить на эту тему, потому что некоторые отличия настолько значительные, по крайней мере для меня, что я как-то до сих пор не могу к ним никак привыкнуть. Предлагаю начать с такой темы, как Новый год, потому что сейчас уже конец ноября. Давным-давно в магазинах уже продают всякие рождественские декорации. В Австралии такие продажи начинаются примерно с октября. Сейчас уже украшены многие дома, все в гирляндах, все такое красивое. Некоторые украшения домов и торговых центров — это, честно сказать, произведение искусства. В Австралии самый главный праздник, который отмечают в этот период, это, естественно, Рождество. Отмечают его 25 декабря. После этого еще один праздник, который называется Boxing Day. Это день подарков, день, когда все идут в магазины, покупают кучу всего нужного и ненужного, потому что это также время распродаж, это выходной день. Самое удивительное, и я сама лично своими глазами это видела, это то, когда 27 числа, я не шучу, уже начинают разбирать все эти новогодние декорации. Точнее, рождественские, потому что до Нового года выживает очень мало что. И Новый год — это все еще праздник, это выходной, и его отмечают. Он такой уже не совсем семейный, он больше для вечеринок, для каких-то компаний. На Новый год есть фейерверк, есть даже два фейерверка. Один в 9 часов вечера, второй в 12 для самых стойких, потому что не все доживают, и многие люди уже в это время спят. И, соответственно, о каком новогоднем настроении может идти речь, когда даже украшений уже нет? Я уже не говорю про снег, к отсутствию которого я тоже так и не смогла привыкнуть, потому что для меня все-таки Новый год — это всегда будет связано со снегом, с настоящей елкой, с запахом пихты. Хорошо, сейчас можно и искусственные, я не против, но в целом, я думаю, вы меня понимаете. Еще одна вещь, о которой я не могу не сказать, это вопрос «как дела?». Я не думаю, что я кого-то уже удивлю, эту тему много и часто обсуждали, но это действительно то, к чему я до сих пор до конца не могу привыкнуть. Когда люди приветствуют друг друга, они часто спрашивают «How are you?», «How is it going?», то есть вот такие вопросы, что типа «как твои дела?», «как ты?», «что новенького?». И очень часто этот вопрос не предполагает какого-то ответа, то есть он чисто риторический. А иногда люди все-таки ждут от тебя ответ. Я как-то часто теряюсь и, знаете, не понимаю до конца, предполагается ответ или не предполагается. Как правило, я ориентируюсь на контакт глазами, то есть когда человек задал тебе вопрос и сидит, смотрит на тебя, ждет ответ, тогда получается, вопрос был не риторический. А зачастую это бывает что-то из разряда how is it going, и человек дальше проходит, и ты такой, окей, это был риторический вопрос. Я и сама уже использую эти конструкции, спрашиваю, как дела. Зачастую я не ожидаю ответа, потому что это тоже, такая формальность. Но это вещь, к которой мне до сих пор сложно привыкнуть, и хотя вы наверняка об этом слышали, еще Данила в фильме «Брат 2» об этом как раз говорил. В общем, да, это такое большое отличие. Сегодня, видимо, у меня какое-то такое праздничное, предпраздничное настроение, потому что на ум приходят отличия, связанные вот именно со всякими застольями. Например, говоря о застольях, очень часто здесь практикуется такой тип застолья, точнее, отсутствие застолья — это фуршет. На какой-то вечеринке или корпоративе, как правило, не накрывается на стол еда, она стоит вот именно в формате фуршета, где ты сам себе берешь какой-нибудь напиточек, ты, кстати, зачастую даже сам его и приносишь. Иногда люди все скидывают там, например, в общий холодильник, и потом все это перемешивается. Холодильник — это эски, очень такая популярная штука здесь. Кстати, я уже упоминала этот холодильник в видео про 10 вещей, которые вы найдете в каждом австралийском доме. Так что, если вам интересно, переходите по ссылке в описании. Как я заметила, такой формат в виде фуршета способствует более интенсивному общению между людьми, которые присутствуют на мероприятии. Потому что, когда ты сидишь за столом, у тебя есть какое-то определенное место, и тебе как-то не надо никуда мигрировать, ты можешь общаться просто с людьми, которые сидят возле тебя, можешь вообще ни с кем не общаться, да, можешь ни разу за вечер и не встать с этого места. Но этот нетворкинг, наверное, его можно так назвать, потому что это широко используется именно в корпоративной культуре. И когда ты такой подошел, пообщался с одной кучкой людей, потом закончил тему, какую-то мысль в разговоре, улыбнулся и переместился к другой кучке людей. Это вообще широко практикуется, очень необычно, на мой взгляд. Кстати, следующая вещь тоже будет связана с застольями.
Австралийцы очень редко говорят тосты. Зачастую они говорят просто cheers, чокаются и выпивают. Вот таких вот каких-то длинных речей и каких-то пожеланий это прямо очень редко. Я встречала такое один раз на свадьбе, и то на этой свадьбе говорили только самые там близкие люди, родители, дяди, братья, то есть они рассказывали какие-то истории и все. Не было такого, что вот каждый гость по кругу вставал, что-то говорил. Подарки просто укладывались в какое-то определенное место, и на этом все. Был вот единственный раз, когда я наблюдала такие тосты. Конечно, я сейчас не говорю о русскоговорящих компаниях, мы по-прежнему произносим тосты, говорим приятные слова, пишем их в открытках. И по поводу открыток, это тоже еще одно отличие, потому что как-то мне казалось, что открытки, они уже отжили свое, и я давным-давно уже перестала как-то их дарить, когда была в России. Но здесь я заметила, что культура того, чтобы подарить открытку, она очень развита. Там может быть написано просто пара слов, что типа «хорошего тебе дня», «с днем рождения», «хорошего тебе дня». Но, тем не менее, она как-то всегда идет как неотъемлемая такая часть подарка. Иногда это даже прям сам подарок, вот тебе открытка и все. Она всегда укладывается в конверт, на конвертике пишется имя, ну и либо это какой-то еще подарок идет, либо туда просто в конвертик вкладывается денежка или какой-нибудь подарочный сертификат. Пришла еще такая вещь в голову, как скобки. Вы знаете, скобки в сообщениях, которые мы пишем друзьям, могут выдать в вас русскоговорящего человека. Потому что здесь скобки, они не распространены. Честно говоря, я также зачастую отправляю их по привычке людям, но далеко не все понимают, что это значит. Большинство людей никак не реагируют, никогда не используют их в ответ и ставят либо LOL, да, либо ха-ха, либо просто вот эмоджи. Эмоджи, кстати, не смайлы. Если ты скажешь смайл, тебя не поймут. Смайл — это улыбка, а эмоджи — это вот смайлик сообщений, да, к которому мы привыкли. Либо там могут вот XOX, поцелуйчик, обнимашка, что-то такое. Но вот скобки ставят, по-моему, только наши, насколько я знаю. Если вы знаете, что еще в каких-то культурах используются скобки, дайте знать в комментариях, очень интересно. Кстати, по поводу сообщений хочется еще сказать, что очень популярно здесь использовать смс-ки. Я настолько давно уже не писала сообщения, обычные текстовые, то для меня это тоже было таким культурным шоком. Я не понимала, зачем писать смс-ки, если можно там написать в WhatsApp, написать в Telegram, в какой угодно мессенджер. Ну, здесь это почему-то вот популярно, зачастую бесплатно, возможно, это как-то проще или быстрее, чем смотреть, если человек в каком-то мессенджере. В принципе, они особо ничем не отличаются, там также можно переслать какие-то фото, видео, вообще все что угодно, поэтому вот такая вот штука. Друзья, пишите, если вы узнали что-то необычное в сегодняшнем видео. Пишите о своих наблюдениях, если у вас был опыт взаимодействия с разными культурами. Будет очень интересно про все это узнать.